Yaşama düşmanım ben. Lan çok korkmalıydım. Lan çok sevmeliydim. Bana vur! Vur! Nereden çıktı bu? Top sahası mı burası? Yeter! Ne hırpalıyorsun el kadar çocuğu? Bunun için mi? Bir delilik yapmasından korkuyorum. Katilsin sen. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Сможет ли Дилан смириться с тем, что Миран мертв? Сойдет ли Дилан с ума от этой боли? Как Беран и Дилан выздоровеют? Станет ли Чинар светом жизни для Дилана и Барана? Закончится ли плохое поведение Джейды по отношению к Чинару? Найдет ли Дилан молитвенное ожерелье Мирана в ее шкафу? Попытается ли Дилан покончить жизнь самоубийством? Когда будет раскрыт документ из смета, который находится в комнате Чинара? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы хотите, чтобы Чинар приблизился к Барану и Дилану и нашел молитвенное ожерелье, пока Дилан находится с Чинаром, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь. Дилан будет охвачена печалью, потому что она считает, что ее ребенок действительно мертв. Когда она подумает, что ее невероятный ребенок находится под землей, она станет опустошенной и не будет радоваться жизни. Эта новость опустошила его, потому что он думал, что где-то еще жив. Он не знает, как устоять и избавиться от этой боли, чтобы не потерять рассудок. Чем больше он будет видеть Чинара, тем грустнее ему станет, воображая, что если бы он был его собственным сыном, он был бы похож на него. Пытаясь поддержать Барана Дилана, он также пытается собрать власть для себя. Конечно, такая большая боль непроста, и Баран будет бороться изо всех сил, чтобы преодолеть ее. Чинар начнет чувствовать себя ближе к Дилану и Барану и начнет любить их более искренне, потому что они хорошо к ней относятся. Внутри него есть любовь, которую он не может назвать, но он не может выразить эту любовь, потому что не чувствует ее по отношению к своим родителям. Чинар терпеть не может, когда Дилан так расстроен, и будет постоянно интересоваться им и хотеть его увидеть. Эта ситуация приведет к тому, что Баран и Дилан привяжутся к Чинару. Они постараются сделать хоть немного счастливее Чинара, который был для них хорош. Жестокое обращение Джейды с Чинаром при каждой возможности уже очень расстраивало Дилана. Джейда и все в особняке будут удивлены, когда он отреагирует своим последним ходом. Конечно, Джейда Тарык и Хаджер Ханем не будут знать, что произошло. К счастью, сейчас Дилан хочет донести мысль о том, что нет ничего более ценного, чем его ребенок. Но если такая ситуация продолжится, Баран и Дилан зададутся вопросом, почему они так обошлись с Чинаром, и пойдут за ними. После такого шага Дилана госпожа Тарик и Хаджер отведут Джейду в сторону и строго предупредят ее. Даже если Джейда на какое-то время перестанет действовать вопреки Чинару, она не сможет быть очень заботливой матерью. Дилан, возможно, захочет раздать некоторые вещи из комнаты Мирана в ее пользу. Вот почему он захочет освободить шкаф в своей комнате. Во время разгрузки Дилан найдет ожерелье Дуа, когда к ней придет Чинар. Когда Чинар говорит, что это принадлежит ему, Дилан задается вопросом, мой ли сын Чинар. Когда я поделюсь этим с Бараном, они смогут посмотреть это некоторое время, а затем попытаться получить образец ДНК Чинара. Пока события не разовьются настолько, Дилан будет чувствовать себя так, словно упал в бездонную яму, и отправится на побережье, где потерял сына. Там у него случится небольшой нервный срыв, и он побежит к морю, как будто хочет покончить с собой. Разумеется, Беран снова придет за Диланом, чтобы спасти ее, вытащить из моря и отвезти в особняк. После попытки самоубийства Дилану, возможно, придется какое-то время лечиться в больнице. В то же время бумага с информацией из смета, на которой Чинар нарисовал картинку, упадет на пол, когда Баран придет в свою комнату. И он обратит ваше внимание и спросит, как это попало в руки Чинара. Когда Чинара расскажет ему, где он его купил, Баран поймет, что кто-то ворует из особняка и что не все такие, какими кажутся.
Он немедленно начнет расследование, чтобы выяснить, кто этот человек на этой бумаге и почему он находится в тюрьме. Расскажет ли Берфин Дилану о детстве Чинара? Что произойдет между Бараном и Тариком? Что произойдет между Гэжой Хаджер и Гэжой Азади? Скажет ли Чинар Дилану и Барану, что любит их больше, чем своих родителей? Развалится ли отношения Джейда с Тариком и Хаджер Ханем? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.